Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Сегодня я покажу вам самые интересные и уникальные находки, обнаруженные в угольных пластах за последние 200 лет. Первое место нашей подборки занимает загадочный артефакт, который обнаружил житель Владивостока в купленном угле. К моему удивлению, мужчину заинтересовала находка, поэтому в скором времени она отправилась на исследование к специалистам. В результате удалось выяснить фантастические детали. Как оказалось, истинная форма находки напоминает деталь технического механизма, хоть она и находилась в угле сотни миллионов лет. Про это дальше. Однако на этом загадки не закончились. При рентгеноструктурном анализе удалось определить материал, из которого сделан артефакт. В основном он состоит из алюминия с небольшим добавлением магния. Выходит интересная картина, ведь мы считаем, что алюминий открыли 200 лет назад, а оказалось, что его использовали уже очень давно. Некоторые из вас могут подумать о недавнем происхождении предмета, но есть два железных факта, опровергающие данную версию. Артефакт подвергся сильной коррозии, а в его составе обнаружено большое содержание углерода. Эти факты говорят об внушительном возрасте детали. Ранее я упоминал огромный возраст в миллионы лет, теперь объясняю, откуда взялась столь внушительная цифра. Специалистам удалось установить, что кусок угля с находкой был добыт из угольного бассейна в Хакассии, а по месторождению и определили примерный возраст. Отсюда и взялась цифра в 300 миллионов лет. Даже если прикинуть невероятную погрешность в 30-50%, то сути это не изменит. Кто мог изготовить подобную деталь 150-300 миллионов лет назад? Для нас это остается большой загадкой. Самое древнее колесо на Земле. На мой взгляд, данная находка должна была изменить все наше представление о древней истории Земли, но из-за жадности людей история пошла по совершенно иному сценарию. Сей артефакт обнаружила группа рабочих в одной из ростовских угольных шахт на глубине 900 метров. Данный случай уникален, ибо даже эти фотографии мы видим благодаря смелому человеку, рискнувшему своей должностью начальника участка ради этих снимков. Вы просто представьте, артефакт настолько заинтересовал людей, что начальник рискнул своей должностью только ради его фотографий. Теперь поговорим про саму находку. Как вы можете заметить из фотографий, по форме она напоминает обычное колесо. Вот только есть один нюанс. Колесо вросло в породу, чей возраст исчисляется сотнями миллионов лет. Другими словами, колесо могло попасть в нее только в тот момент, когда она образовывалась. Говоря еще проще, данному колесу тоже сотни миллионов лет. Рабочие пытались самостоятельно извлечь находку, но сделать это без серьезных повреждений было невозможно. Требовалось много времени и специальное оборудование, но начальство шахты не оценило задумку. В итоге рабочим поступил приказ о скорейшем завершении данного участка, а артефакт просто проигнорировали. Никаких ученых туда, естественно, вызывать не стали, ибо это грозило большими финансовыми потерями в ходе остановки работ. В скором времени шахту закрыли, а находка продолжает там лежать, ожидая часа, пока люди раскроют тайну ее происхождения. Вот так людская жадность погубила возможную мировую сенсацию. От себя добавлю, что информации про этот случай намного больше, но это статья с подборками, поэтому здесь описываю в кратком виде. Зальцбургский параллелепипед. Данную находку обнаружили в далеком 1885 году в угольной шахте Шондорфа, поэтому с хорошими фотографиями у нее проблемы. Но сей факт не делает ее менее интересной для рассмотрения в нашей подборке. Артефакт представляет собой маленький металлический предмет с уникальной формой, напоминающий параллелепипед. Он состоит из стали с небольшой примесью никеля. Весил предмет немного, всего 765 грамм, а размеры вы можете увидеть на фотографии выше — 67 мм на 47 мм. Ученые долгое время спорили о происхождении находки, ибо возраст пород, в которых ее обнаружили, составлял порядка 40-60 миллионов лет. В ходе долгих дискуссий было принято решение считать ее метеоритом. Однако с решением согласились далеко не все ученые. В артефакте слишком много странностей, чтобы просто считать его метеоритом. В результате исследований было установлено, что он сделан из 3 соединенных частей, а это говорит об его искусственном создании. Странной оказалась и форма находки, ведь она уникальна для железных метеоритов, особенно центральная канавка правильной формы. Около 50 лет назад про артефакт вновь заговорили, а новые исследования показали полное отсутствие никеля в его составе, что полностью исключало вариант его метеоритного происхождения.
С тех пор находка затерялась, а новостей о ней больше не поступало. Это из недавнего. А за рубежом такие находки встречаются начиная с XIX века. В 1845 году, к примеру, в Шотландии, в известняковом карьере нашли железный гвоздь. В 1889 году бурильщики из Айдахо подняли с 90 метров глубиной маленькую статуэтку женщины, 4 сантиметра высотой. Возраст пород, в которых она находилась, примерно 2 миллиона лет. А в 1891 году в США шахтеры нашли внутри огромного куска угля золотую цепочку. В 1912 году на одной из электростанций Оклахомы из глыбы угля вывалилась железная чашка, а на угле был очевидный след от ее пребывания внутри. В 1928 году там же была найдена бетонная стенка из правильных блоков. Шахту тут же закрыли, а работников перевели на другие рабочие места. В 1934 году нашли тот самый знаменитый лондонский молоток. Супруги Эмма и Макс Хан у ручья Ред-Крик, рядом с Лондоном, штат Техас, нашли его в породе, и изготовлен он был во второй половине XIX века. А возраст породы, где он жил, геологи опередили как 444 485 миллионов лет. В 1922 году в Неваде археолог Джон Рейд обнаружил отпечаток ботинка со следами нити по краю ранта. Породе, на которой он отпечатался, было 5 миллионов лет, и она принадлежала к триасовому периоду. Ученые обычно закрывают глаза на такие странные находки, объясняя их или схожестью с чем-то, или же случайностью. Но что-то мы, видимо, не знаем о прошлом планеты. Привычная нам наука считает, что человек появился на Земле не так давно, каких-то 40 тысяч лет назад. Самые древние люди, например, в России, примерно 28-30 тысяч лет назад, на реке Яне в Якутии и на реке Белой в Приангарье. Около 20 тысяч лет назад люди смогли добраться до Америки. То есть все артефакты старше этого возраста просто не укладываются в рамки науки. Но они есть. Пещера кристаллов в Мексике расположена пещера, которая была случайно обнаружена во время добычи ископаемых. Она связана с шахтой в городе Найка и содержит огромные кристаллы. Как правило, они крупнее, чем большинство раскопанных кристаллов. Самый крупный кристалл из обнаруженных в пещере весит 55 тонн. Пещера кристаллов-гигантов является памятником геологии и наследием ЮНЕСКО. Пещера была обнаружена шахтерами в начале XX века и поначалу являлась недоступной, так как была затоплена. Предполагается, что именно вода, богатая минералами, стимулировала рост кристаллов. Ученые пока не могут определить их настоящий возраст с помощью доступных инструментов. Клирксдорпские сферы. Клирксдорпские шары, найденные в пирофилитовых рудниках в Южной Африке, стали причиной разногласий. Происхождение этих странных маленьких объектов было постоянным источником споров между исследователями. Шары имеют округлую форму с хорошо различимыми бороздками на поверхности. Это создает впечатление, что объект был создан доисторическими людьми. Однако исследователи установили, что сферам примерно 3 миллиарда лет. А значит, они старше, чем любой вид разумного существа, который имел бы возможность создать подобное. Однако загадка была разгадана. На данный момент установлено, что клирксдорпские сферы имеют природное происхождение. Окаменевшая челюсть, хоть окаменелости не являются очень редкими находками, этот случай выделяется на фоне остальных. Ученые установили, что челюсть принадлежит миниатюрному примату вида крабиоминута, который обитал в Азии 35 миллионов лет назад. Окаменелость была обнаружена в тайской угольной шахте относительно недавно, в 2013 году. Новый вид, получивший название в честь угольных шахт Краби, где он был обнаружен, является древним вымершим представителем группы приматов, называемых антропоидами, в которую входят предки всех обезьян, человекообразных обезьян и человека. Хоть человек и появился в Африке, а крабиоминута является представителем Азии, это один из предшественников человека. До этой находки о том, что предки человечества обитали в Азии, были лишь косвенные доказательства. Однако остается загадкой то, как обезьяны переправились через море Тетис. Сокровища в шахтах. Красивая легенда об ангеле под землей. Пресс-служба Эльгинского угольного месторождения раскрыла тайну происхождения статуи. Оказывается, фигура ангела долгое время пылилась на одном из складов. Потом о ней вспомнили шахтеры и записали шутливое видео, что якобы нашли посланца небес под землей. Но откуда вообще в рабочем поселке появилось такое необычное изваяние?
Статуя — творчество одного из сотрудников месторождения. То есть днем он работал как шахтер, а на досуге занимался вот таким удивительным творчеством, рассказала публицист Марина Хомякова. Случай с ангелом напоминает другую нашумевшую историю о тисульской принцессе. В 2002 году в одной из газет Сибири вышла статья с громким заголовком «Дама, которой 800 миллионов лет». И ее автор рассказал историю, которую якобы услышал от бывшего полковника КГБ. В 1969 году в угольном карьере села Ржавчик Тисульского района Кемеровской области шахтеры нашли мраморный саркофаг. Когда его открыли, рабочие не поверили своим глазам. Увидели там забальзамированную красивую женщину европейской внешности примерно 180 сантиметров роста. Лежала она в розово-голубой, абсолютно прозрачной жидкости. Решили эту жидкость вылить. Женщина тут же начала темнеть. И тогда жидкость решили налить туда снова. После этого щеки женщины порозовели, пересказала публицист Хомякова. У покойницы были голубые глаза, длинные русые волосы. Ее похоронили в белом кружевном платье. В статье говорится, что саркофаг забрали в Москву. И там эксперты якобы выяснили, загадочной женщине примерно 800 миллионов лет. Но, как считает официальная наука, первые люди появились на Земле гораздо позже, примерно 2,5 миллиона лет назад. В этом случае сибирская принцесса должна была перевернуть представление об истории нашего вида. Однако, как сообщил автор статьи, сенсационную находку почему-то засекретили. История о таинственном саркофаге попала в федеральные СМИ, но вскоре в первоначальном газетном материале обнаружили множество несостыковок. А упомянутые в публикации шахтеры уверяли, что никакого мраморного саркофага они не находили. Ни потом, ни еще позже никаких научных статей нигде не было опубликовано. На сегодняшний день свидетелей данной истории практически нет. Поэтому нам лишь остается думать, что это такая красивая легенда села Ржавчик, объяснила публицист Хомякова.